Фуда – хулиган, которого перевели в школу для девочек, чтобы наказать за то, что он отправлял учеников в больницу. Но вместо того, чтобы усвоить урок, он нарушает все правила, поднимает всех хулиганов и начинает их бить. В первый же день Фуда приходит в академию и понимает, что у каждой девочки в кампусе есть оружие, а все мальчики выглядят как уродливые девчонки. Внезапно появляется толстый парень по имени Масука, чтобы поприветствовать Фуда. Увидев его замешательство, Масука объясняет, что все парни в этой школе должны краситься, это часть правил. Но Фуда это не волнует, и он заявляет, что будет жить так, как ему нравится. Тем временем главные девушки Академии, известные как Верховная Пятерка, собираются на срочное совещание. Их лидер Рин выражает серьезную обеспокоенность по поводу нового ученика Фуда, который однажды отправил в больницу 40 учеников в своей старой школе. В этот момент входит другая девушка по имени Ому и небрежно упоминает, что она уже дралась с Фуда, и предупреждает их, чтобы они были осторожны с его приемом – духовной пулей. Позже Фуда заходит в класс, и Рин и ее команда сразу же нападают на него, готовые нанести удар. Они объясняют, что с тех пор, как их школа превратилась из школы для девочек в смешанную, девочки вооружились, чтобы защищаться от парней, которые могут быть слишком агрессивными. У Рин есть время до звонка, чтобы поставить его на место, но Фуда не собирается следовать никаким правилам. Внезапно Фуда телепортируется под юбку девушки, пугая ее, а затем бежит к окну, чтобы сбежать. Рин тут же бросается за ним, решив поймать его до звонка. Фуда всю дорогу насмехается над ней, высмеивая ее авторитет. Пока продолжается драка, Фуда уклоняется от ударов Рин ногами, что впечатляет ее. Однако она активирует свою технику зеркального дыхания и двигается еще быстрее, заставляя Фуда выкладываться по полной. Затем она активирует удар хвостом дракона и удар в грудь, который разрезает его рубашку. Фуда пытается защититься, но Рин использует стойку журавля и рассекает ему щеку, пуская первую кровь. Он удивлен ее ловкостью, но спокойно достает из кармана пару перчаток. Надев их, он начинает отражать ее атаки, но ей все равно удается загнать его в угол. Затем, пока остальные верховные мечи внимательно наблюдают, Фуда проскальзывает мимо нее и наносит удар в бок. Рин все еще думает, что контролирует ситуацию, но Фуда говорит ей, что у нее есть меч, а у него пистолет. Без предупреждения он активирует свою силу и наносит мощный удар прямо в нее, отбрасывая ее через весь двор. Девушки ошеломлены, а Рин пытается доползти до своего меча. Но Фуда прижимает ее к земле и говорит сдаться. Она смотрит на него и упоминает духовную пулю. Фуда тут же становится серьезным и требует сказать, кто рассказал ей об этом приеме. В этот момент но бьет его по голове, отбрасывая прямо в лицо Рин. Они целуются, и ее маска разбивается от удара. Фуда быстро отступает и начинает обвинять но в том, что произошло, но обвиняет его в ответ. Но Рин встает с мечом в руке, ее лицо красное от злости и смущения. Пытаясь не заплакать, она обещает Фуда, что разрежет его стройное тело на кусочки. Позже, той же ночью, но собирается закончить принимать ванну, когда входит Мэри, чтобы поговорить с ней. Мэри хочет поговорить о том, что произошло с Рин, и говорит, что собирается наказать Фуда следующий. В этот момент врывается невысокая девушка по имени Чока и заявляет, что она единственная, кто может справиться с Фуда. Это вызывает спор между ней и Но, потому что Но тоже хочет отомстить за Рин. Тем временем Фуда принимает ванну для мальчиков. Он смотрит на синяк, который получил, врезавшись в дерево. Масука тоже там и спрашивает Фуда, как ему удалось победить лидера Верховных Мечей еще до начала первого урока. В ванной Фуда объясняет, что все свое детство он тренировался, чтобы победить Рин с помощью духовной пули. Затем он спрашивает Масука, как получить разрешение на выход из школы. Масука говорит, что ему нужна печать Рин, но Фуда знает, что это маловероятно. Но это еще не все. Ему также нужно одобрение остальных Верховных Мечей. Внезапно у Фуда начинает болеть голова, и Масука предлагает ему аспирин и показывает, как пользоваться школьным меню для заказа еды. Фуда смотрит на список и говорит, что знает, что мальчикам нужно что-то особенное, например, фильм с Мией Калифой. И Масука признается, что есть контрабандист, который может достать что-то получше, но это будет стоить дороже. Услышав это, Фуда просит торт, и на следующий день Фуда пытается завоевать расположение девочек в классе с помощью торта, но они все разбегаются, не желая находиться рядом с ним. Он спрашивает ученицу, где Рин, но она оскорбляет его за то, что он вообще показался, и говорит однокласснице по имени Миджи, чтобы она его поджарила. Миджи говорит, что Рин заболела, вероятно, из-за их случайного поцелуя.
Фуда уходит и находит Масука, чтобы спросить, обедают ли девочки в своих комнатах. Масука говорит, что это бессмысленно, потому что комнаты далеко от столовой. Но потом он понимает, о чем думает Фуда, и пытается помешать ему встретиться с Рин. Тем временем Рин снится ее темное прошлое, и в этот момент она просыпается, чувствуя слабость, и винит Фуда в том, что он ее заразил. Ворочаясь в постели, она с удивлением понимает, что на самом деле хочет еще раз поцеловать его. И начинает нервничать. Она чувствует, что кто-то идет, и быстро надевает свою поврежденную маску, и в этот момент Фудо забирается к ней в окно. Она хватает меч, чтобы ударить его, но он перехватывает лезвие и спрашивает, почему она так напрягается, когда болеет, и она смущается. Фуда хвалит ее комнату и дарит ей коробку с пирожными. Затем, внимательно посмотрев на нее, он говорит, что она очень милая. Она смущается, и он спрашивает, почему она не снимает маску полностью. Она говорит, что не может, потому что без нее она не сможет смотреть людям в глаза. Когда он наконец просит разрешения, Рин говорит ему забыть об этом, потому что его получают только те ученики, которые хорошо представляют школу. А после того, что сделал Фуда, он не подходит. Он спрашивает, носят ли ученики форму, когда находятся за пределами кампуса, и Рин неправильно понимает его, обвиняя в том, что он хочет увидеть ее в обычной одежде. Фуда подыгрывает и говорит, что хочет, и она все равно дает ему разрешение, притворяясь, что это просто плата за торт. Он шутит, что хочет еще раз поцеловать ее в благодарность, но из-за лихорадки у нее путаются мысли, и она натыкается на него, чуть не показав ему, что приготовила ее мама. В этот момент приходит Нона с едой. Но когда она видит Фуда рядом с Рин, она выходит из себя и активирует все ловушки, спрятанные в комнате, заставляя Фуда спасаться бегством. Снаружи Чока слышит сирены и видит, как он убегает. Она достает хлыст и заранее извиняется перед Нана, говоря, что первый поймает Фуда. Она останавливает его и представляется как младшая сестра Мэри и глава младшей пятерки мечников. Вскоре появляется Нана и объясняет, что Чика просто придумала себе историю и на самом деле хочет быть главной, хотя Нана – настоящий лидер младшей пятерки мечников. Чики все равно, и она нападает. Но Нана присоединяется, что отвлекает Чику, и у Фуда появляется время надеть перчатки. Две девушки соглашаются объединиться и поймать его. Вскоре ученики со всей школы собираются у окон, чтобы посмотреть. Но идет первой и отбрасывает Фуда сильным ударом, и Фуда понимает, что она использует те же приемы, что и Рин. Затем Чока драматично представляется и рассекает ему руку хлыстом, что раздражает Фуда. Когда она готовится нанести еще один удар, они объясняют, что Фуда предстоит коррекция второго уровня, то есть наказание сразу двумя девушками, что пережила только императрица. Фуда уклоняется от атак Чеки, а затем блокирует ответный удар Нона. Когда они пытаются объединить свои усилия, он ловко хватает хлыст Чоки и использует его против них, шутя, что им нужно поработать над командной работой. Затем он выпускает духовную пулю, которая отбрасывает Нона прямо в Чоку. Нона с трудом двигается, а Чока лежит сверху. Затем, когда Фуда приближается, чтобы закончить бой, Нона вспоминает поцелуй Рин с ним и внезапно начинает плакать. Чока пытается ее утешить, но потом присоединяется к ней, и вся школа набрасывается на Фуда, называя его полным дегенератом, и он в отчаянии убегает. Позже Рин встречается с ним возле школы и тихо отдает ему пропуск, теперь подписанный ее печатью. Фуда благодарит ее и уходит. Но тут Нона и Чока подбегают к Рин и рассказывают обо всем, что только что произошло. Она так злится, что падает в обморок. Той ночью Чока все еще в шоке, а Мэри думает, как поступить с Фуда, принимая ванну, и отказывается позволить Фуда неуважительно относиться к ее драгоценной Чоке. На следующий день Фуда приходит в класс и видит, что Рин ждет его. Но на этот раз все остальные, включая Масука, держатся подальше, напуганные и возмущенные. Рин снова достает меч и говорит ему, что становится его личным надзирателем, чтобы защитить всех от его проклятия. Через несколько часов Чока врывается в душевую, где моются другие ученики, и находит Мэри, а потом находит ее в столовой. Мэри во время ужина говорит ей не волноваться, потому что она уже решила наказать Фуда за то, что он сделал. Но Чока рассказывает ей, что произошло на самом деле, и в то же время Нона только что закончила объяснять все Рин. Но Рин все равно собирается сама разобраться с Фуда. Тем временем Фуда отдыхает с Масука и пытается предупредить его об опасности, в которой он оказался. Он говорит ему, что Мэри и Рин очень злятся, и Масука объясняет, как далеко они могут зайти вместе. Фуда спрашивает, правда ли, что кто-то однажды пережил коррекцию второго уровня от них обеих.
Масука кивает и начинает рассказывать историю о том, как императрица голыми руками разорвала защиту Рин и как Мэри сломала свой меч, как ветку, и была полностью побеждена. Услышав это, Фуда вдруг понимает, что императрица очень похожа на ту психопатку, которая чуть не разорвала его на части. Но когда Масука говорит ему, что императрица — это прозвище девушки, он начинает думать, что, возможно, перепутал ее с кем-то другим. На следующее утро Рин будит его, и как только он встает с кровати, она спрашивает его, не приставал ли он к другим девушкам. Но он быстро пытается объяснить, что на самом деле произошло с Нана и Чокой. Она говорит ему, чтобы он не беспокоился, потому что она уже все знает. Но она достает меч и говорит, что теперь будет внимательно следить за ним и проверять его сумку, чтобы убедиться, что он ничего не прячет. Пока Рин излагает правила их нового соглашения, появляются Мэри и Чока. Мэри называет Фуда извращенцем, который не заслуживает свободы, но Рин настаивает, что это было большое недоразумение. Она говорит, что возьмет на себя всю ответственность и будет следить за ним. Но это только злит Мэри, и она начинает ругаться по-французски. Чока напоминает ей говорить нормально, но даже тогда Мэри запинается и в итоге использует словарь, чтобы обвинить Рин в том, что она влюбилась в Фуда только из-за поцелуя. Рин говорит Фуда уйти, чтобы они с Мэри могли поговорить наедине. Но Мэри приказывает Чоке следовать за ним. Она говорит ей убедиться, что он разогрелся, прежде чем Мэри разделает его на кусочки. Как только Чика догоняет Фуда, они начинают драться. Она использует новую технику кнута, надеясь, что он не сможет увернуться. Фуда использует свой ремень, чтобы блокировать удар, и пытается объяснить, насколько он силен, но тут Чока внезапно замирает и падает, и он с ужасом понимает, что его тонкий ремень был расстегнут все это время. Пока он пытается одеться, он замечает знакомое лицо из своего прошлого. Тем временем Рин и Мэри возвращаются к разговору. Мэри говорит ей перестать быть жалкой и уходит искать Фуда. Вернемся к Фуда. Он пытается получше рассмотреть Аму, которую помнит еще мальчиком, и как он однажды предложил ей сделать его своим слугой после того, как чуть не убил его. Он зовет ее, но она останавливает его, говоря, что ей нужно время, чтобы прийти в себя, прежде чем они снова смогут драться. Он спрашивает, та ли она, что чуть не убила его, и как она превратилась в женщину, но она закатывает глаза и говорит, что всегда была такой. Прежде чем он успевает что-то сказать, появляется Мэри в панике от вида Фуда. Но ее отвлекает звук Чеки, которая все еще где-то поблизости, и она убегает проверить ее. Аму тем временем идет в зал, где садится перед статуей Будды и размышляет о своей последней битве с Фуда. Она вспоминает, какими быстрыми были его удары, как он даже успел ударить ее первым, прежде чем она его одолела. Когда он продолжал драться, она вырубила его и предложила пощадить, если он присягнет ей, но он отказался. Когда она думает о том, как колебалась в их последней встрече, ее сердце начинает колотиться, и она разбивает статую, отказываясь признаться в своих чувствах к нему. Тем временем Фуда и Мэри сражаются. Он уклоняется от большинства ее ударов, но она наконец разрезает его перчатки. Фуда сопротивляется, когда Мэри снова и снова наносит ему удары, легко находя слабые места. В конце концов, она говорит ему, что у него ничего не осталось, потому что она отрезала все, что делало его сильным. Фуда решает рискнуть и бросается на нее. Она видит это и снова наносит ему удар, но он блокирует его своим журналом. Пока она отпрыгивает, чтобы перегруппироваться, он подходит ближе и использует журнал, чтобы вырубить ее. А затем он активирует свою магическую пулю и отбрасывает ее. Униженная и побежденная, Мэри умоляет его прикончить ее. Но он игнорирует ее и жалуется на свой испорченный журнал. Она начинает вести себя подозрительно, спрашивая, будет ли он относиться к ней так же нежно, как к Рин. И когда он говорит, что не будет, она впадает в отчаяние, думая, что он, должно быть, считает ее уродливой, в отличие от того, как он относился к Рин и остальным. В качестве последнего отчаянного шага она предлагает ему свои сладости-близнецы. Но он снова отказывает ей. Она спрашивает, любит ли он рисовые лепешки, и он признается, что любит и то, и другое. Но она слишком легко сдается, что портит ему настроение. Когда он, наконец, просит ее поставить печать на разрешение и покинуть школу, она засовывает его в свои дыни, заставляя его потянуться за ним. Но даже тогда он отстраняется в последнюю секунду, говоря «нет». И тут она, наконец, понимает, что не все парни извращенцы. В этот момент Фуда слышит голос, от которого у него мурашки по коже. Это Рин. Увидев, что у Мэри вывалились дыни, Рин не ждет объяснений и начинает размахивать мечом. Мэри приходится вмешаться и объяснить, что произошло. Но она не рассказывает о том, что ее отвергли.
Затем Мэри соглашается поставить печать на разрешение и заявляет, что будет присматривать за Фуда вместе с Рин. Они сразу же начинают спорить, утверждая, что у них больше власти над ним. В начале новой недели Фуда просто хочет спокойно пообедать и вежливо просит девушек оставить его в покое, но они отказываются, говоря, что за ним нужно постоянно присматривать. Пытаясь их отвлечь, он шутит, что видит их моллюсков и что они пахнут морем. Пока они пытаются оправиться от оскорблений, еще одна из 5 мечей, Вараби, возвращается из поездки со своим напарником Кайоба. Ожидая теплого приема от своих товарищей по высшим мечам, она разочарована тем, что все слишком заняты попытками отправить Фуда на встречу с Эйсом. Раздраженная, она решает взять все в свои руки. Позже, в офисе, Вараби устанавливает доску объявлений и начинает изучать ситуацию с Фуда. Она обвиняет Рин и Мэри в том, что они слишком эмоциональны, и хочет, чтобы они понесли ответственность. Она призывает голосовать, но только Сатори приходит на ее зов. Сатори не особо интересуется политикой, но она просто хочет, чтобы Фуда был унижен по полной программе. Позже в столовой Цукуе собирается поесть, когда Вараби собирает своих верных сторонников и начинает планировать что-то грандиозное. В тот же день во время урока физкультуры собирается толпа. Фуда идет на шум и с удивлением обнаруживает, что его огромный сосед по комнате Масука привязан к кресту. Он бросается на помощь, но Рин останавливает его, а Мэри говорит, что есть кое-что поважнее. Внезапно на крыше появляется Вараби и объявляет о своем плане взять под контроль школьную дисциплину. Она показывает огромный баннер фестиваля смерти, и пока она болтает о мировом господстве, Фуда прерывает ее и спрашивает, почему Масука так связан. Вараби объясняет, что это наказание за контрабанду коробки с пирожными. Затем она предлагает Фуда освободить Масука и получить печать на разрешение, пройдя серию испытаний. Остальные мечи требуют объяснений, но она отмахивается от них, говоря, что уже получила разрешение. Она поливает их из водяного пистолета и отправляет остальных учеников обратно в класс. После этого появляются помощники Вараби, мушкетеры Вараби. Цунами, Кану и Нико показывают разрешение, подписанное Вараби и Сатори, и другие высшие мечи чувствуют себя преданными и требуют объяснений. Вараби спокойно объясняет, что ее строгость – единственный способ остановить их одержимость Фуда. Но девушки краснеют и настаивают, что просто выполняют свой долг, но их споры доказывают обратное. Вараби заставляет их замолчать и начинает с того, что показывает ринг для сумо. Фуда воодушевляется при виде ринга для сумо, но Рин дергает его за ухо, предупреждая, что это не повод для смеха. Мэри говорит ему, что лучший шанс для них пройти первое испытание без проблем. Фуда спрашивает их об играх, в которые играла Вараби, и они рассказывают ему о прошлом инциденте, когда Вараби подожгла ученика и преследовала его с бензином, пока не загорелось здание. В этот момент мушкетеры Вараби бросают им пояса для сумо, и они говорят, что их можно носить поверх одежды, но Фуда уже раздевается. Внезапно врываются Чока и Нана и требуют, чтобы мушкетеры проявили уважение к 5 мечам. Они дерутся, но Цунами быстро обезоруживает Нана и переворачивает ее. Кину наносит удар в живот Чоке, говоря ей, чтобы она не отвлекалась. Увидев, что девушки побеждены, Рин и Мэри вмешиваются, останавливают драку и помогают Нана и Чоке подняться. Они обещают разобраться позже. Но сейчас им нужно подготовиться к матчу. Мушкетеры предлагают помочь с поясами, но девушки видят, что Фуда уже готов. Рин быстро отводит его в сторону, чтобы он помог ей. Но когда он это делает, она чувствует то же самое, что чувствовала твоя мама после ночи с почтальоном. Когда Рин заканчивает, Мэри пугается и просит Рин помочь ей. Но Рин притворяется, что забыла, и Мэри тоже приходится пройти через это. По пути к рингу Рин пытается успокоить Мэри, но Мэри огрызается, говоря, что ее больше всего расстроило то, что Фуда потратил больше времени на то, чтобы поправить пояс Рин, чем на ее. Когда матч вот-вот начнется, съемочная группа выходит в прямой эфир, транслируя бой на всю школу, и девушки в панике пытаются спрятать свои рисовые лепешки. Когда Фуда выходит на ринг и спрашивает, с кем он будет драться, мушкетеры ругают его за то, что он решил, что может просто начать. Затем Киоба падает на ринг как камень, чуть не доведя Фуда до сердечного приступа. Он паникует, спрашивая, почему ему приходится драться с настоящим медведем, и Вараби объясняет, что Киоба – один из ее мушкетеров, а маленький парень с короткой стрижкой был просто растерянным рабочим сцены. Мэри и Рин протестуют, говоря, что это совершенно незаконно – заставлять их драться с кем-то вроде Киоба. Вараби ухмыляется и говорит, что если кому-то из них удастся победить его, она отпустит их и объявит победителями. Прежде чем они успевают возразить, Фуда бросает им свою куртку и говорит, что справится. Он разминается, занимает позицию
и Вараби разбивает бутылку с газировкой, чтобы начать матч. Фуда атакует первым и отталкивает Киоба назад. Но затем Киоба поднимает когти, чтобы разрезать Фуда пополам. Фуда отвечает своей волшебной пулей, но Киоба отбивает ее. Фуда меняет тактику и чуть не ломает Киоба позвоночник. Зверь снова замахивается, но Фуда уклоняется и подсекает его ноги. Все кричат ему, чтобы он остановился, потому что его могут раздавить, но Фуда напоминает им, что он тренировался с профессиональными борцами сумо. Он подтаскивает Киоба к краю ринга, внезапно бросает его и уклоняется от контратаки. Когда Киоба спотыкается, его пояс соскальзывает, и Фуда объясняет, что, согласно правилам сумо, боец проигрывает, если его пояс спадает во время матча. Смущенный Киоба быстро поворачивается, чтобы спрятаться, а Фуда пожимает девушкам руки, а Вараби, ошеломленная, падает с забора. Ее мушкетеры бросаются к ней, но Вараби уже достает свой меч. Она приказывает им быть серьезными, потому что не позволит Фуда выжить в следующем раунде. Когда Киоба в смущении уходит, Фуда смотрит на Масука и удивляется, как кто-то умудрился затащить его туда. Но потом он замечает, что все остальные исчезли. Рин и Мэри уже догадываются, что будет дальше, особенно когда двери захлопываются. Пока подчиненные Вараби помогают ей переодеться в яркий наряд, она поздравляет Фуда с прохождением испытания и говорит, что он получит ее печать, если сможет добраться до крыши. Когда съемочная группа готовится снимать Рин и Мэри в их поясах для сумо, Саки и Миджи перестают обращать внимание на все остальное и сосредотачиваются только на зрелище. Затем Вараби объявляет свое самое жестокое испытание. Фуда должен сразиться со всеми 3 ее мушкетерами и 10 закаленными в боях воинами, которые тренировались только для того, чтобы доказать, что парни мусор. Камера переключается на неловко выставленные рисовые лепешки Рин, и перед началом следующего хаоса она и Мэри предупреждают Фуда, что все это явно ловушка. Он соглашается, но говорит, что не может просто бросить Масука, который все еще висит на кресте, и просит их не вмешиваться, чтобы остаться в безопасности. Но когда он снимает куртку, девушки решают, что они с ним заодно. Пока они обсуждают стратегию, Вараби наблюдает за ними через скрытую камеру, чтобы быть на шаг впереди. Позже Фуда слышит, как девушки пытаются одеться, и когда он оборачивается, чтобы помочь, случайно видит их изгибы и чуть не теряет самообладание. Прямо перед тем, как он убегает, появляются Нона и Чока и дают ему пощечину, а затем просят передать сообщение девушкам. Когда двери открываются для следующего испытания, Мэри и Рин узнают о плане Нона и Чеки сразиться с ожидающей их армией феминисток. Они пытаются отругать Фуда за то, что он отпустил их одних. Но он настаивает, чтобы на этот раз они доверились девушкам, и им удается продержаться до прибытия мушкетеров. Пока девушки отбиваются от врагов, Фуда ищет кратчайший путь на крышу. Все двери заперты, но он предлагает взломать одну из них. Как раз в этот момент Сатори врывается внутрь и спрыгивает с балкона, чтобы поприветствовать его. Она весело говорит, что долго ждала, чтобы преподать ему урок. Тем временем Вараби наблюдает, как девушки в масках освобождают Масука, и когда дверь взрывается, Фуда входит и спрашивает, готова ли она к финальному раунду. Вараби видит Рин и Мэри и видит Рин и Мэри и спрашивает, действительно ли Фуда достоин их гордости как лучших мечников. Они настаивают, что это их работа присматривать за ним. Но затем Вараби указывает на все странные ситуации, в которые они постоянно попадают из-за него. Фуда отвечает, что, когда он победит, Вараби придется надеть пояс для сумо и выступить перед всей школой. Она достает свой меч и снова вызывает Киоба. Мэри слышит приближение мушкетеров и идет их остановить, а Рин набрасывается на Вараби за то, что она всегда прячется за Киоба. Фуда говорит Рин отойти в сторону и готовится увернуться от первого удара Киоба, но получает жестокий удар в лицо. Оглушенный ударом, Фуда спрашивает, когда Киоба научился так драться. Рин говорит, что он когда-то спарринговал с самим козлом, Джейком Полом, и призывает Фуда продолжать сражаться. Пока Киоба занят, Рин бросается на Вараби, но Вараби легко уклоняется, наносит первый удар и насмехается над Рин за то, что она оставила свой мозг дома. Рин вытаскивает оружие Вараби из своего плеча и обвиняет ее в отсутствии чести. Но Вараби напоминает ей, что честная борьба никогда не была частью сделки. Затем Рин пробует одну из своих продвинутых техник, но Вараби блокирует ее и выбивает меч Рин, целясь ей в горло. Рин едва уклоняется, но получает удар по лицу. Она пробует еще один прием, но Вараби блокирует и его и отбрасывает ее в сторону. Они снова сталкиваются в ожесточенной схватке, и Вараби почти выбивает Рин ногу. Но Рин переворачивается и отбрасывает ее,
предупреждая Вараби, чтобы она больше ее не недооценивала. Тем временем Мэри обезоруживает Кину, а Фуда уклоняется от удара Киоба и выпускает еще одну магическую пулю. Но его рука начинает неметь от перенапряжения, поэтому он отступает и оказывается загнанным в угол. Мэри говорит Кину сдаться, но та бросается за своим оружием. Нико вскакивает и бросает металлические болты, из-за чего Мэри истекает кровью. Вараби готовится нанести завершающий удар, но Рин клянется, что остановит ее, а Вараби говорит ей перестать притворяться, что она целыми днями бегает за Фуда как фанатка. Это часть ее обязанностей. Рин замирает, потрясенная оскорблением, но Фуда зовет ее и Мэри, благодарит их за то, что они были рядом с ним. Он замечает, что Киоба наконец-то проявляет признаки усталости от всех магических пуль, и когда Киоба снова бросается в атаку, Фуда обманывает его, делая вид, что стреляет еще раз. Киоба теряет бдительность, и Фуда наносит ему чистый удар в лицо, отправляя его в нокаут. Тем временем Мэри Берилс проходит мимо мушкетеров и сбивает их с ног, пробегая мимо. Затем Рин возвращается в бой и застает Вараби врасплох, сбивая ее с ног мощной техникой. Нона и Чока появляются как раз вовремя, чтобы увидеть, что поединок уже окончен. Фуда просит их помочь надеть на Вараби пояс для сумо, но вспомнив, как он однажды заставил их потерять контроль, они решают, что он снова пытается что-то сделать, и гонятся за ним по крыше, чтобы отомстить. На следующий день Рин наконец-то получает новую маску, чтобы скрыть лицо. Но подумав о комплименте Фуда, она убирает ее. Сразу после этого Нона заходит, чтобы полюбоваться ею, как обычно. Рин спрашивает, как она выглядит без маски, и Нона говорит, что она выглядит еще лучше, чем раньше. Тем временем Мэри тестирует новый аромат и спрашивает Чоку, что он думает, начиная очередной раунд бесконечных похвал. Позже они приходят в школу и сразу замечают кое-что раздражающее. Почти каждая девушка в кампусе внезапно хочет сблизиться с Фуда из-за его победы над Киоба. Пока фанатки вокруг него становятся все громче, Фуда едва замечает это, потому что слишком устал, чтобы обращать на это внимание, и просто хочет вздремнуть на уроке. Рин будет его быстрым толчком ноги, а Мэри отгоняет стаю одержимых девушек, пытающихся с ним флиртовать. К концу дня обеим девушкам это надоедает, потому что иметь дело с их новой фанбазой утомительно. Пока они жалуются, мимо проходит Фуда, и они думают, что он идет на свидание с одной из девушек, которые по нему сохнут. Но он напоминает им, что сейчас всего лишь обеденный перерыв. В итоге они обедают с ним, и его пугает их странная энергия. Но они объясняют, что это единственное, что удерживает его фанатов от того, чтобы снова наброситься на него. Когда он замечает, что кто-то наблюдает за ним, девушки отвлекают его своей ревностью. Он говорит им, чтобы они перестали драматизировать, и это приводит к неприятным последствиям, и он получает суровый урок о том, что нельзя говорить девушкам во время месячных. После окончания урока Фуда уходит, а Мэри и Рин удивляются, почему он ничего не сказал об их новой внешности. Когда они уходят, из укрытия появляется Вараби с Киоба, и она убеждена, что популярность Фуда среди девушек – это какая-то темная магия, и говорит, что им нужно это расследовать. В тот вечер за ужином Мэри и Рин не могли перестать говорить о Фуда, что заставило Нона и Чоку забеспокоиться. Мэри предлагает снова наказать Фуда, чтобы вывести его из этого состояния. Ирин сначала отказывается, но подумав, соглашается, что это может быть единственным способом справиться с его неконтролируемым поведением. Позже Фуда дрожит ни с того ни с сего, но говорит Масука, что с ним все в порядке. Однако Масука больше сосредоточен на таинственной фигуре, наблюдающей из тени. Той ночью Фуда падает на кровать, бормоча о том, как странно он устал, и засыпает. На следующее утро он удивляет всех, проснувшись вовремя. Он говорит, что это благодаря хорошему ночному отдыху, и небрежно говорит Рин, что ее обычная школьная форма выглядит хорошо. Он также хвалит обычные духи Мэри, прежде чем уйти. Они останавливают его для обычного осмотра и решают отложить свои планы наказания. Мэри проверяет его сумку, пока Рин обыскивает его, а затем внезапно находит фотографию в его кармане и пугается. Мэри тоже смотрит и тоже теряется, и они требуют объяснений. Фуда видит на себе фотографию Сатори, как будто она Ким Кей, а он Рэй Джей, и бледнеет. Он настаивает, что понятия не имеет, откуда взялась эта фотография, но они ему не верят. Он убегает и бежит, пока не сталкивается с Киоба. Пока он пытается объяснить, Киоба издает низкий рык. Когда Мэри и Рин приходят, они видят только Вараби и Киоба, поэтому идут дальше, все еще преследуя Фуда. Когда они уходят, Фуда благодарит Киоба, но получает слюнявый поцелуй в лицо. Вараби говорит ему, что Киоба на самом деле девочка, а затем спрашивает, почему девушки пытаются его убить. Фуда жалуется, что все сошли с ума, и Вараби смеется, но он искренне беспокоится о том, почему Сатори зашла так далеко. Вараби предполагает, что это подстава, чтобы разрушить его отношения с Рин и Мэри.
Тут он вспоминает, что на фотографии его Slim Jim даже не был возбужден и что его закрывал луч света. Он считает, что оригинальная фотография должна доказать, что это подделка, и Вараби быстро понимает, что он собирается пробраться в женское общежитие, чтобы забрать ее. Она предупреждает его, что все ловушки были модернизированы после его последнего взлома, но он отмахивается. Но позже той же ночью он оказывается связанным в пыточной комнате, где Мэри и Рин избивают его во время агрессивного допроса. После нескольких раундов избиения Мэри останавливается, когда замечает старые шрамы на его теле. Она приказывает Нона и Чеки развязать его. Когда они с Рин уходят, они тихо гадают, откуда взялись эти шрамы, а Фуда пытается отдышаться. Вараби находит его, дает ему немного хлеба и называет маньяком за то, что он действительно осуществил свой план. Несколько часов назад он объяснил, что собирается сдаться, чтобы получить доступ в общежитие. Она решила помочь ему, отчасти чтобы понять, почему Сатори его подставила. Помогая ему подняться, она спрашивает, зачем он так далеко зашел. Он вспоминает, что видел слезы в глазах Рин, но говорит, что ей не нужно помогать, если это слишком тяжело. В этот момент Киоба сбивает его с ног большим мокрым носом, и Вараби улыбается и говорит, что они оба доведут дело до конца. Вскоре они добираются до комнаты Сатори. Фуда начинает возиться с ее зубной щеткой, и Вараби чуть не засовывает ее ему в горло за то, что он отвлекся. Обыскав комнату и ничего не найдя, она понимает, что Сатори, должно быть, хранит фотографию у себя, а это значит, что им придется устроить ей засаду в ванной. Он соглашается с планом, но она предупреждает его, что Сатори опасно неуравновешена. Они начинают уходить, но Фуда попадает в ловушку и чуть не лишается головы. Вараби ругает его за новые меры безопасности, и как будто этого недостаточно, они слышат шаги. Он прячется за Киоба как раз перед тем, как мимо проходят Миджи и Саки. Но тут Фуда понимает, что его руки сжимают пушистые дыни Киоба, и Киоба достигает пика удовольствия и падает. Вараби быстро накрывает его своим телом, чтобы отвлечь девушек, пока их внимание не привлекает проходящий мимо медвежонок. Когда они убегают, Вараби чуть не отрубает ему голову, но сдерживается. Позже, в раздевалке, они все еще не могут найти фотографию. Но тут Вараби замечает, что меч Сатори пропал. В этот момент в комнату входит девушка в маске, правая рука Сатори. Прежде чем Фуда успевает спросить, что она собирается делать с бамбуковой палкой, она выпускает дротик, но Вараби блокирует его рукой. Пока она пытается придумать план, Сатори выходит из ванной, похожая на закуску, и говорит, что ждала его. Рассказав о своих планах, чтобы помочь ему сосредоточиться, Фуда пытается понять, чего на самом деле хочет Сатори, и тут замечает маленький мешочек у нее на шее. Воспоминания о прошлой ночи нахлынули на него, и она снова нападает. Но на этот раз он легко ловит ее и обвиняет в том, что она преследовательница. Он подозревает, что она подсыпала ему наркотики, шантажируя Масука, но Сатори говорит, что Масука помогал ей с самого начала. Тут Фуда понимает, что все началось, когда они сняли его с креста позора. Пока она наблюдала за ним весь день, Масука помог ей пробраться в его комнату и тихо ушел. Затем Сатори разделась для фотографий. В какой-то момент Фуда начал приходить в себя, но она дала ему еще одну дозу, на этот раз через поцелуй, и он снова потерял сознание. Она говорит ему, что оригинальная фотография у нее в мешочке на шее, и пока Фуда пытается придумать, как ее достать, Мэри рассказывает Чеке обо всех тревожных признаках, которые она пропустила в поведении Фуда. Чока соглашается с каждым словом, и когда Мэри говорит, что он отверг ее тело, она плачет. Чтобы заглушить это чувство, она заставляет себя продолжать пить и настаивает, что виноградный сок крепче любого алкоголя. В комнате Рин происходит похожая сцена. Нона пытается помочь ей почувствовать себя лучше, говоря, что она ненавидит Фуда с тех пор, как он украл ее первый поцелуй. Рин решает, что с нее хватит драмы, и прерывает разговор. Тем временем Масука возвращается в свою комнату, полный чувства вины за свое предательство, и замечает на полу разрешение Фуда. Вернувшись в ванную, Фуда спрашивает Сатори, почему она решила оседлать его посреди ночи, и она отвечает, что он ее раздражает. Пока они разговаривают, Рин готовится ко сну, все еще думая о Фуда. Она пытается выбросить это из головы, и Нана тихо спрашивает, стоит ли ей волноваться. В ванной Фуда надевает перчатки, готовый к бою. Сатори приглашает его присоединиться к ней, но он просит ее хотя бы одеться. Она настаивает, что ее тело необходимо для ее плана, и сжимает свою щеку, активируя его способности и заставляя его бороться за контроль. Вараби пинает его в ванну, предупреждая, чтобы он был начеку. Затем она поворачивается к психопату в маске и сразу же начинает чувствовать действие ядовитых дротиков Сатори. Вараби наносит себе удар в ногу, чтобы справиться с головокружением, и готовится к бою.
Фуда тем временем привыкает к фан-сервису Сатори и говорит, что это лучше, чем смотреть на парней в ванной. Она говорит ему, что у нее есть вопрос, но внезапно нападает на него, и он вылетает через стеклянную стену, а затем она спрашивает, какой метод пыток он предпочитает. Он блокирует ее удар перчаткой, но она быстро переходит к порезам. Хотя он уклоняется, она все равно задевает его щеку. Когда он тянется за мешочком с фотографией, она отбивает его мечом. Она пытается ударить его в живот, и хотя он снова уклоняется, получает глубокий порез на спине. Понимая, что Сатори совершенно непредсказуема и все еще безумно отвлекает его, он называет ее монстром за то, что зашла так далеко. Он блокирует ее следующую атаку и видит брешь, но это ловушка, и он вовремя уклоняется. После очередного пореза по лицу он заявляет, что наконец-то понял ее движение и определил технику, которую она использует. Она отвечает, что это всего лишь одна из 10 специальных техник, и целится ему в ногу. Он уклоняется, но Сатори бьет его коленом в ребра и наносит новый удар. Пока Фуда пытается отдышаться, Вараби, напротив, борется со сном. Но напарник Сатори бьет ее по руке бамбуковой палкой, и новая доза яда снова затуманивает ее зрение. Вараби наносит себе второй удар и меняет тактику, чтобы остаться в бою. Фуда не удается увернуться от очередного удара по спине, и он понимает, что Сатори объединяет несколько элитных техник в одну гибридную форму, и она хвалит его за то, что он это понял. Затем ее поведение меняется, и она спрашивает, умеет ли он играть в словесную цепочку. Вараби, достигнув предела, решает выложиться по полной. Но ее атаки слабы и поспешны. Она теряет контроль над мечом и становится уязвимой для нападающего в маске. Вернувшись к Фуда, Сатори подходит ближе, пока ее меч не оказывается почти у его шеи. Он хватает его, но она использует еще одну уникальную технику, чтобы изменить направление удара, и ранит его в руку. Она объясняет, что ее атаки непредсказуемы, потому что она смешивает стили случайным образом. Пока Фуда пытается блокировать, ее движения становятся неуклюжими, и тут он вспоминает, как его тело действовало на других девушек. Проверяя теорию, он заманивает ее в ванную и сбрасывает полотенце, обнажая стройное тело, готовое к бою. Сатори замирает, затем угрожает отрубить его, но он легко уклоняется от ее ударов. Он объясняет, что ни одна девушка не может мыслить здраво, увидев, что у него там. Тем временем Вараби, полностью восстановившись, хватает бамбуковую палку и бросает девушку в маске. Она уклоняется от дротиков и заявляет, что яд наконец-то выветрился. Примерно в это же время Цукуя направляется в ванную. Но смотритель общежития предупреждает ее, что Сатори там. Цукуя, полагаясь на свои обостренные чувства, все равно решает проверить. Вараби, избив девушку в маске, снимает с нее маску и обнаруживает нечто совершенно неожиданное. В то же время Фуда побеждает Сатори, но прежде чем он успевает вздохнуть, она поднимает мешочек с фотографией над водой, угрожая уничтожить его. Когда она просит его остановить ее, он снимает перчатку и толкает ее в ванну. Она в шоке и спрашивает, так ли он боится отчисления, но Фуда говорит, что уже принял этот риск. Поэтому она спрашивает, почему он так сильно ее ударил. И он отвечает, что это потому, что она заставила Рин плакать, а он не может этого допустить. Когда Сатори погружается в воду, он бормочет, что человеческие эмоции его завораживают. Фуда протягивает руку и говорит ей перестать притворяться, что она не одна из них. На мгновение она замирает и прячет лицо в воде, слишком смущенная, чтобы показать его. После этого Фуда снится, что Сатори делает с ним что-то непристойное, но, открыв глаза, он видит, что она стоит над ним, а Кеба облизывает его лицо. Она небрежно говорит ему, что они в лазарете, и тут он понимает, что все еще обнажен и быстро прикрывается. Сатори указывает на его одежду и говорит, что Вараби отдыхает на соседней кровати. Сбитый с толку, он спрашивает, как он здесь оказался. Ранее, в ванной, когда Фуда протянул руку, Сатори собиралась взять ее, но услышала приближающиеся шаги. Не раздумывая, она притянула его к себе и прижала его лицо к своей груди, сказав, чтобы он молчал. В раздевалку вошли мушкетеры. Пока двое проверяли Вараби, Цунами пошла снимать маску с их таинственного нападающего. Но у девушки в маске еще хватило сил, чтобы защититься. Цунами вырубила ее, когда пришла Цукуя с Евой. Сначала Цукуя подумала, что они и есть причина всего этого хаоса. Но, осмотрев Вараби и поняв, что она была отравлена, она сказала им позвать на помощь. Цунами приказала мушкетерам отнести Вараби и девушку в маске в лазарет. Когда они ушли, Цукуй вошла в ванную и потребовала, чтобы Сатори перестала прятать Фуда. Сатори притворилась, что не знает, кто он такой,
и Цукуи не стала настаивать, не желая промокнуть из-за какого-то извращенца, прячущегося на чьих-то дынях. Прежде чем уйти, она сказала Сатори встретиться с ней у фонтана, чтобы поговорить, объяснив, что не хочет ничего обсуждать при Фуда. Когда Цукуя ушла, Фуда наконец вздохнул с облегчением и пожаловался, что Сатори чуть не утопила его своими дынями, но она сказала ему быть благодарным, потому что Цукуя бы его порезала, если бы нашла. Он попытался уйти, но упал от полученных ран. Его тело, полностью израненное в бою, заставило его мозг отключиться. В другом месте Рин ворочается, пытаясь считать овец, чтобы заснуть. Но все, о чем она может думать, это лицо Фуда. Она сдается и пробирается по коридору к комнате наказаний, чтобы добраться до Фуда. Но там она сталкивается с Мэри, которая чуть не выпрыгивает из кожи. Они обе неловко притворяются, что идут в столовую. Чтобы не выдать себя, они сидят и пьют чай, разговаривая о пустяках, пока одна из них не признается. В конце концов входят Чока и Нона, чуть не выдав себя, но тоже садятся. Когда Чока предлагает всем вернуться в постель, Рин и Мэри говорят, что все еще хотят пить, и устраивают соревнования по чаепитию. Через несколько минут они напиваются до отвала и устают от этого фальшивого соревнования. Тут входит Сатори, небрежно сообщает, где находится Фуда. Они шокированы, потому что она не должна была знать, и когда они требуют объяснений, она спокойно говорит, что Фуда напал на нее. Затем Сатори говорит им, что она сделала вид, будто они с Вараби вытащили Фуда и устроили дуэль, чтобы решить, кто с ним разберется. Когда Фуда надевает рубашку, она напоминает ему, что у нее все еще повреждена барабанная перепонка. Он извиняется, но она отмахивается и говорит ему подготовиться к приходу Рин и Мэри, а потом желает ему удачи. Через несколько мгновений угрожающе входит Рин, и Фуда готовится к худшему. Но вместо этого она кланяется и извиняется, узнав правду. Прежде чем он успевает ответить, она поднимает глаза и видит, что его золотой блеск все еще на виду. Она чуть не теряет самообладание, но делает глубокий вдох и успокаивается. Тем временем Сатори слышит что-то снаружи общежития и находит Масука в маске, явно не подходящей для его размера. Вернувшись в лазарет, Рин заканчивает свои извинения и говорит Фуда, что он может делать все, что захочет. Он просит ее закрыть глаза, и она готовится к поцелую, но вместо этого он снимает с нее маску и говорит ей держать руки за спиной. Она явно обижена и говорит, что лучше покажет ему свое тело, чем позволит ему смотреть на ее лицо. И Фуда с любопытством спрашивает, зачем ей маска. Рин рассказывает, что мама стала называть ее порезанной после того, как папа ушел к другой женщине. Поскольку Рин была похожа на отца, мать заставляла ее носить маску и вымещала на ней свою злость, и маска стала ее защитой. Пока она говорит, Вараби, спрятавшись за занавеской, изо всех сил старается не писать, чтобы не прерывать разговор. Рин говорит Фуда, что комплимент, который он сделал ей на днях, помог ей немного легче обходиться без маски. Он возвращает ее и говорит, чтобы она хранила ее до тех пор, пока она ей больше не понадобится. А потом сама ее уничтожит. Фуда поворачивается и тихо рассказывает о своем прошлом. Он говорит ей, что его бросили при рождении, а потом воспитывал сумасшедший старик, который издевался над ним, но называл это тренировкой. Пока он рассказывает о своей боли, Вараби не может перестать думать о том, чтобы облегчиться, и Киоба, почувствовав ее состояние, протягивает ей ведро. Сатори, который слушает их разговор, плачет. Фуда пытается ее подбодрить, но тут входит Мэри, чтобы извиниться. Вместо того, чтобы просто сказать «извини», она предстает перед ним и говорит, что он может делать все, что захочет. Он отказывается, и она спрашивает, не потому ли, что он уже сделал это с Рин. На рассвете Фуда возвращается в общежитие и падает на кровать. Масука пытается заговорить, спрашивая, ненавидит ли Фуда его за то, что он накачал его наркотиками. Но Фуда говорит, что нет, и что он понимает, что Масука сделал это только для того, чтобы защитить других парней, и все еще считает его другом. Масука говорит ему заглянуть под подушку. Фуда заглядывает и находит свое разрешение, теперь с печатью Сатори. В этот момент он забывает обо всем, что пережил, и просто улыбается. Несколько дней спустя Фуда снится кошмар, в котором Аму чуть не убил его, и он никогда не чувствовал себя таким беспомощным. Проснувшись, он тянется к будильнику, удивляясь, почему ему это приснилось. Тем временем одна из младших девочек, которая обычно приносит Ану еду, заходит в ее комнату и обнаруживает, что она совершенно пуста. Вскоре после этого двое парней, которые любят блеск, заходят в душ, чтобы освежиться. Но пока они моются, один из них слышит что-то странное. Они пытаются не обращать внимания, пока не видят что-то ужасное за окном и не кричат от ужаса. Вернувшись в общежитие, Фуда небрежно отмахивается от их паники, говоря, что монстр, наверное, больше боится их порезанного вида.
Парни игнорируют оскорбления и умоляют его отнестись к этому серьезно. Масука тоже предупреждает его, что это может быть настоящей проблемой. Но Фуда отмахивается от них и пытается снова заснуть. Тут появляется Рин и начинает кричать, чтобы он вставал. Прежде чем он уходит, Масука отдает ему разрешение и спрашивает, почему он так странно себя ведет. Парни пугаются, когда видят, сколько у него уже штампов. И когда Фуда уходит, Масука объясняет, что получить последний штамп будет не так просто, как использовать свой рис, потому что ему придется иметь дело с Цукуе. В другом месте Цукуе сообщает директрисе Юкена, что Эмму пропала и что в последнее время она странно себя ведет. Они быстро связываются с персоналом и отменяют занятия на этот день. На крыше Сатори прыгает, любуясь фотографией, которую она сделала с Фуда, пока таинственная девушка внезапно не начинает с ней разговаривать. Возле общежития для мальчиков Фуда спрашивает Рин, почему Мэри не с ней. Рин объясняет, что в общежитии для девочек стало неспокойно. В то же время Вараби вместе с 3 мушкетерами отчаянно ищет Дуома, медвежонка Киоба. Не найдя его в общежитии, Вараби говорит им, что если Сатори найдет его первой, она задушит его любовью. Тем временем, когда Фуда и Рин идут в школу, они встречают Мэри. Она отчаянно ищет пропавший парик Чоки и умоляет их помочь, а также сообщает, что Чока отказывается выходить из комнаты без него. Вернувшись на крышу, Сатори размышляет, стоит ли ей вмешиваться в этот хаос, когда та же таинственная девушка продолжает с ней разговаривать. В поисках парика Мэри подслушивает, как Вараби говорит с мушкетерами о Дуома и совершенно неправильно понимает ситуацию. Она убеждает себя, что они забрали парик Чеки, чтобы Вараби могла присвоить его себе. Когда Фуда и Рин находят ее, она все еще в полном смятении, пытаясь разобраться во всем этом. Вараби появляется, чтобы спросить, не видели ли они Фуда, и Мэри срывается, обвиняя ее в краже того, что принадлежит ей. Пытаясь разобраться в путанице, Фуда объясняет, что они все на самом деле ищут разные вещи. Но группа быстро переходит к спору о том, чья проблема важнее. Пока Фуда пытается всех успокоить, он вдруг вспоминает парней из общежития и все понимает. Вернувшись в ванную, парни снова принимают душ, когда снова видят монстра и впадают в панику. Они бросают все, что попадается под руку, и одному из них удается схватить существо и швырнуть его. Оно приземляется перед Фуда, Рин и Мэри, которые понимают, что это просто Дуома в парике Чеки, и возвращают его. В этот момент выходит Нона с невысокой девушкой, которая оказывается Чеки без парика. Она тут же просит его вернуть, но Дуома испортил его так, что уже не починить. Рин говорит ей забыть о парике, чтобы они могли пойти на занятия, но Нона напоминает ей, что сегодня занятий нет. Затем Мэри рассказывает им об исчезновении Аму, и Фуда задается вопросом, не та ли это Аму, которая когда-то его избила. Вскоре они встречаются с Вараби, чтобы вернуть Дуома, и она рада, что Сатори его не нашла, но не может избавиться от странного предчувствия. Цунами упоминает что-то подозрительное о девушке в маске, с которой они раньше дрались, которая очень похожа на девушку, которая сейчас разговаривает с Сатори. И оказывается, что это их сестра. Когда Миссоги, таинственная девушка, начинает беспокоиться, Сатори шлепает ее и говорит, что от ее нытья у нее кровь из ушей идет. Внезапно появляется Аму и говорит Сатори, что она перешла черту. Она показывает копию фотографии, рвет ее и называет ее сумасшедшей, которую нужно наказать, но Сатори просто пожимает плечами в ответ. Вернувшись на землю, Вараби видит, что Аму стоит с Сатори на крыше, и Вараби быстро садится на Киоба и кричит им, чтобы они держались подальше от этого места. Наверху Сатори небрежно говорит Аму, что у нее есть дела, и пытается уйти. Но Аму достает меч и применяет мощную технику. Каким-то образом Сатори все же удается нанести удар. Но Аму отмахивается, наносит ответный удар своими острыми пальцами и заявляет, что положит конец этому безумию. Когда она собирается нанести еще один удар, Мисоги выпускает дротик, но Оу ловит его пальцами. Мисоги пытается что-то сказать, но Сатори бросается вперед, а Вараби, все еще мчащийся к крыше, надеется, что успеет вовремя. На крыше Мисоги падает без сил. Аму готовится прикончить Сатори, но Мисоги бросается в атаку. Когда Аму пробует ее кровь, она понимает, что Мисоги действительно ее сестра. Долгое время у Сатори был комплекс превосходства, даже по отношению к собственной сестре. Но все изменилось, когда Мисоги встала на ее уровень, столкнула ее вниз и поменялась с ней местами, заявив, что она ее сестра. Но даже лежа раненая, настоящая Сатори говорит Мисоги, что все еще любит ее, и эти слова заставляют Мисоги расплакаться, когда к ней возвращается давно утраченное человеческое начало.
Увидев раненую сестру, Мисоги кричит от боли, но Аму наносит последний удар, чтобы заставить ее замолчать. Вараби с Киоба прибывает на несколько секунд позже. Она вызывает Аму на дуэль, и Киоба присоединяется к ней, готовый сражаться. Они оба атакуют вместе, но Аму наносит ответные удары, не получая при этом особых повреждений. Когда она насмехается над Вараби за то, что та пытается ее остановить, Фуда проходит мимо Масука и замечает Цукуя. Фуда видит свой шанс получить ее печать. Но Масука паникует и предупреждает его, что Цукуя – самый опасный из 5 высших мечей. Фуда игнорирует его и идет к ней. Но как только он приближается, Цукуя взмахивает клинком так быстро, что рассекает воздух, и Фуда замирает на месте. Цукуя убирает меч, но Фуда все еще потрясен. Он спотыкается о камень и падает на спину, и она предупреждает его, что если бы она не сдерживалась, он бы уже стрелял ведрами с Коби Брайантом. Она спокойно объясняет, что ей поручили присматривать за ним и что он уже использовал свои шансы, так как ему было позволено 2 удара, но теперь у него 3. Она перечисляет их. Во-первых, пробраться в женское общежитие, чтобы пошалить с Рин, во-вторых, ворваться в женскую баню, и в-третьих, заставить ее ждать у лазарета, пока она не заболеет. Фуда раздражен и спрашивает, почему такая маленькая, как она отвечает за него. Сикуё не отвечает словами, а вместо этого разрезает бабочку пополам своим мечом, чтобы доказать свою правоту. Фуда ругает ее за то, что она убила безобидную бабочку, но она говорит, что не может понять, была ли это бабочка или мотылек. Тогда он понимает, что она слепая и ничего не видит, но у нее невероятно острый слух. Он наконец начинает понимать, насколько хороши ее навыки владения мечом. И Цукуя добавляет, что они оба обучены одному и тому же стилю владения мечом. Но в отличие от нее, у Фуда никогда не было настоящего учителя, который показал бы ему, как это делается. Тем временем на крыше Киоба наносит удары, как будто пытается победить Майка Тайсона. Но Аму делает несколько жестов, как будто он ниндзя, и одним ударом сбивает Киоба с ног. Сразу после этого появляются 3 мушкетера, чтобы помочь Вараби сразиться с Аму. Вараби говорит им бежать, но они отказываются, и Аму побеждает их, как будто это ничего не значит. Пока разворачивается этот хаос, Фуда слышит звуки битвы, и Цукуе небрежно сообщает ему, что Аму на крыше, разбрасывает мушкетеров, как будто это ничего не значит, и демонстрирует свое превосходство. Она пытается продолжить разговор с Фуда, рассказывая о том, что считает убийцу демонов плохим аниме без божественной анимации. Но вдруг понимает, что он уже убежал, и это ее раздражает. На крыше Вараби умоляет Аму пощадить ее мушкетеров, и Аму в ответ рассекает Вараби глаза, оставляя ее истекать кровью и плакать. Ее крик настолько громкий, что его слышит вся школа, и остальные 5 мечей немедленно бросаются на крышу. Фуда оказывается там первым, и увидев изувеченные тела, он вспоминает о травме, которую когда-то нанесла ему Аму. Он бросается к Вараби, ее глаза залиты кровью и кричит о помощи, а за ним появляется директор. К этому времени Аму стоит лицом к лицу с Цукуя. Они начинают обмениваться колкостями, но прежде чем что-то серьезное происходит, появляются остальные 5 мечей. Они требуют объяснений по поводу криков, и Аму небрежно приглашает их подойти поближе, чтобы показать, что именно их вызвало. Фуда паникует из-за травмы Вараби, и директор говорит ему, что хотя Вараби ранена, ее глаза можно вылечить хирургическим путем. Но что еще важнее, она говорит, что ему пора разобраться с Аму. И когда Фуда оглядывается, у него замирает сердце, когда он видит, что его друзья сражаются с Аму. Рин и Мэри бросаются в бой, но Аму блокирует их обоих своими ногами, которые тоже являются оружием. Они ошеломлены, и Аму хвалит их за то, что они наконец-то работают вместе, в отличие от прошлого раза, и благодарит Фуда за то, что он это изменил. Затем она рассказывает, что обучалась специальному карате, которое помогло превратить ее тело в человеческое оружие, дав ей титул фехтовальщица без меча. Она подходит к сестрам Рин и Мэри. Рин и Мэри кричат им, чтобы они бежали, но сестры отказываются отступать из-за преданности. Тогда вмешивается Цукуя, останавливая Аму, прежде чем она успевает подойти ближе. Прежде чем что-то сделать, Цукуя поворачивается к Нона и задает странный вопрос: «Они друзья?» Нона застигнут врасплох, но на мгновение задумывается и говорит, что они действительно друзья. Тогда Цукуе использует свою внутреннюю броню и силу дружбы и говорит, что защитит своих друзей несмотря ни на что. Эмму ухмыляется, желая сразиться с Цукуя, но Цукуя не волнуется. Одним взглядом она видит стиль Аму и говорит, что вся техника Аму основана на контратаках. Затем Цукуя замечает, что ее меч быстрее, чем руки Аму.
Аму начинает нервничать, когда Цукуе излучает спокойную ледяную ауру. Одним взрывным движением Цукуе рассекает Аму 3 раза всего за 3 секунды, и Аму истекает кровью, а все, кто это видит, ошеломлены. Но Цукуе тоже не остается невредимой. У нее тоже идет кровь от контратаки Аму, а ее меч сломан. Аму поднимает кончик меча и смеется, насмехаясь над Цукуе за то, что она сражается настоящим игрушечным мечом. Она видит возможность и готовится закончить дело. Даже с разбитым оружием Цукуя принимает стойку, готовая нанести еще один удар, но прежде чем она успевает пошевелиться, Фуда бросается к ней и оттаскивает назад, вставая на ее место. Увидев Фуда, Аму выкрикивает его имя, злясь, что он остановил ее, но Фуда готов сразиться с Аму сам. Поехали. Когда ее яростный крик разносится по всей Академии, Фуда бросается вперед с яростным ударом, надеясь заставить ее замолчать раз и навсегда. Вспоминается момент, когда они еще учились в старой школе. В свой первый день Фуда заступился за слабого ученика и, подняв глаза, заметил, что Аму наблюдает за ним из здания. Позже он впервые встретил ее и сначала подумал, что она просто крутая девчонка, поэтому в шутку спросил, не хочет ли она поцеловаться. Она предложила ему попробовать, и он заметил, что у нее криво сидит шапка. Затем он подошел к ней, как будто собирался поцеловать, но остановился, решив не заходить слишком далеко с незнакомкой. Как ни странно, она нашла его интересным и предложила дружбу, на что Фуда согласился, чувствуя, что она не похожа ни на кого в этой школе. Позже в тот же день Фуда снова встретился с тем слабым одноклассником, которому помог, и предложил показать ему школу. Но тут появилась Аму с точно таким же планом. Когда Фуда сказал, что встретится с ней позже, и пошел с другим учеником, она без колебаний вырубила парня и предупредила Фуда, чтобы он больше не общался со слабаками. Вернувшись в настоящее, Фуда выплескивает весь свой гнев одним жестоким ударом. Он наносит точный удар. Но в то же время Аму наносит ему удар в живот и отбрасывает назад. Девушки ахают, думая, что ему конец, но Фуда встает и достает книгу, которую спрятал в куртке, специально подготовленную, чтобы отразить ее атаку. Он объясняет, что после их последней драки он научился быть осторожнее. Прежде чем они снова сразятся, вмешивается Цукуя, спрашивая, почему он оттащил ее от битвы и хотел ли он защитить ее, чтобы они могли стать друзьями. Фуда прямо говорит, что нет, и что он слишком занят для дружбы и оттащил Цукуя только потому, что она мешала. В этот момент вмешивается Аму и говорит, как иронично, что он подружился почти со всеми сильными девушками в кампусе, а она, которая когда-то была его другом, стоит одна. Фуда оглядывается на хаос, который она устроила, и говорит, что никогда не ненавидел ее так сильно, как сейчас. Ее сердце разрывается от его слов, и в глубине души она тихо обещает отправить его в загробный мир, потому что если она не сможет быть с ним, то никто не сможет. Фуда успокаивается и надевает перчатки, обдумывая стратегию. Рин хочет подбодрить его, но нервы берут верх, и она молчит. Затем они с Мэри замечают шрамы на теле Аму от предыдущих атак Цукуе и понимают, что, возможно, ее не так уж и сложно остановить. Рин наконец-то говорит, что Фуда должен выложиться по полной. Он принимает боевую стойку, а Аму, устав ждать, бросается прямо на него. Она готовится к контратаке, но Фуда уклоняется и пытается использовать магическую пулю. Она проскальзывает мимо, заставляя его отпрыгнуть назад и быть начеку. Он делает еще один выстрел, но она активирует смертельный прием, почти разрезая его живот. Когда она готовится к следующей атаке, Фуда пытается нанести неожиданный удар, но получает локтем в живот. Она хватает его за куртку, чтобы закончить бой. Но Фуда выскальзывает и уклоняется. Аму набрасывает куртку ему на голову, чтобы закрыть обзор. Но тут он слышит, как его зовет Цукуе. Он прыгает к ней, и удар Аму разрывает куртку пополам. Когда он приземляется рядом с мечом Цукуе, она говорит ему, что поскольку он помог ей обрести уверенность, она просто возвращает долг и тоже хочет помочь ему. Она начинает перечислять все его ошибки, от нападения до опрометчивости и раскрытия его собственного плана с журналом, который заканчивается для него ужасно. Но потом она шепчет ему, что на самом деле может победить Аму, и хотя Фуда считает этот план безумным, он соглашается ему следовать. Фуда встает более решительный, чем когда-либо. Он говорит, что отомстит Ому за все, что она сделала с людьми, которые ему дороги. Он снимает галстук и вспоминает, как его мучил жестокий приемный отец. Но эти мысли быстро сменяются новыми воспоминаниями о девушках, которые придают ему сил. Когда он встает, готовый рискнуть всем, холодная решимость Аму начинает рушиться. Она видит, как он встает на сторону других.
и ее сердце снова разбивается. Все, о чем она может думать, это о том, какой пустой была ее жизнь без него, как ей было больно, когда он отверг ее. Так что теперь ее единственный выход — покончить с этим навсегда, потому что если он не будет с ней, то и ни с кем другим тоже. В тот день, когда Фуда отказывается от предложения Мэри и получает ее печать, Аму тайно наблюдает за ним и с трудом принимает то, как легко он вписывается в компанию других. Разочарованная, она снова срывается на бедную статую Будды и погружается в самоанализ. Глубоко задумавшись о своих чувствах к Фуда, она в конце концов приходит к выводу, что жизнь без него не стоит того, чтобы жить. Вернувшись в настоящее, когда Фуда снимает галстук, его пресс на секунду заставляет ее забыть обо всем. Он напоминает ей обо всех ее прошлых угрозах убить его и говорит, чтобы она не отвлекалась, а затем бросается вперед на полной скорости. Когда Фуда атакует, он вспоминает, как неудачно закончились его последние две атаки во время их предыдущего боя. Поэтому на этот раз он использует свое тело как приманку, чтобы сбить ее с толку. Ей все же удается ранить его в грудь, но он преодолевает боль и хватает ее за грудь ровно настолько, чтобы отбросить ее магической пулей. Тогда он использовал этот прием сразу после серьезного удара и потерял сознание от напряжения. Аму собиралась прикончить его, но когда она увидела его лицо, ее сердце дрогнуло. Вместо того, чтобы убить его, она просто сидела с ним под дождем и молча смотрела на него. Теперь они оба встают на ноги. Девушки, наблюдающие за ними, шокированы тем, что Ому все еще стоит после последнего удара. Но Фуда тоже в шоке и готовится ко второму раунду. Он наносит удар, который разбивает ей челюсть, но она отвечает ударом, который чуть не выбивает ему зубы. Они обмениваются мощными ударами, не сдерживаясь. Пока они сражаются, Юкена все еще на крыше. Она разговаривает по телефону с сестрой Цукуя, которая умирает от желания узнать, чем все закончится. Цукуя наблюдает за дракой и, кажется, искренне радуется хаосу. Один из ударов Фуда ненадолго оглушает Аму. Но она быстро приходит в себя и наносит серию ударов, которые отбрасывают его назад. Рин вовремя окликает его, помогая ему сосредоточиться. Он выпускает еще одну магическую пулю и попадает ей в живот. Но в этот момент она впивается ногтями в его руку, и у него все плывет перед глазами. Прежде чем он падает на землю, Аму подхватывает его. Она превращает этот момент в странный разговор по душам об их жестокой любви. Подумав обо всем, она решает уступить ему, считая, что не заслуживает победы. Он пытается спросить, могут ли они остановиться, но она говорит ему не быть трусом и закончить то, что он начал, чтобы она могла забыть о своих чувствах. Фуда вспоминает прошлое и решает закончить бой по-своему. Он набирает силу, высвобождая свою истинную мощь, и побеждает ее навсегда. После этого она не может встать, и Фуда одерживает победу. Но вдруг Фуда чувствует холодное лезвие у своей шеи, а за его спиной стоит Цукуя, требуя дуэли. Она говорит, что он еще новичок в своей технике, и объявляет себя его новым учителем. Все ошеломлены, и Цукуя говорит ему, что теперь у него есть 3 шанса все испортить, а затем соблазняет его своей печатью. Рин и Мэри знают, что Фуда терпеть не может, когда его шантажируют, но прежде чем он успевает ответить, появляются девушки в масках Сатори, чтобы разобраться с Аму. Фуда пытается остановить их, но Цукуя удерживает его. Как раз перед тем, как они наносят удар, появляется директриса Юкена и отбрасывает их в сторону. Она говорит всем вернуться в школу, а затем поворачивается к Фуда и говорит, что он исключен. Той ночью Фуда лежит в постели, перевязанный из-за боевых ран, и говорит Масука, что смирился со своей судьбой. Масука напоминает ему обо всем, через что он прошел, чтобы собрать все эти марки, и дает ему время подумать. Через несколько дней Вараби получает фотографию Кеба, который полностью выздоровел. Она болтает с мушкетерами, когда появляется Фуда, чтобы проведать ее. Он рассказывает ей об исключении, и она пытается остановить его, но из-за травм не может встать. Фуда желает ей удачи и уходит. В это же время Сатори просыпается в своей комнате, когда приходит Фуда, и спрашивает, может ли она взглянуть на него в последний раз. Она делает страшное лицо, чтобы скрыть свою печаль, но Фуда шутит, что видел и похуже, и они оба смеются. Когда она просит еще одну дуэль в ванной, он вежливо отказывается и прощается. Уходя, он сталкивается с Мисоги у двери. Она называет Сатори по имени, но Сатори говорит, что может называть ее как угодно, потому что она больше не притворяется кем-то другим. Тем временем Рин и Мэри разговаривают с Юкина, пытаясь убедить ее отменить исключение. Они приводят свои доводы, но Юкена говорит, что решение окончательное. Позже Фуда встречает Цукуя у фонтана в академии. Она спрашивает, обдумал ли он ее предложение, и он напоминает ей, что его исключили, но она говорит ему, что Ому уже уехала в аэропорт. Он убегает, но останавливается, когда она спрашивает, все ли марки у него есть.
Он говорит, что это уже не имеет значения и продолжает бежать. В аэропорту Аму уже собирается сесть в самолет, когда появляется Фуда. Она спрашивает, зачем он пришел, и он говорит, что хочет получить ответы. Он также обвиняет ее в том, что она заставила его принять вызов Цукуя, чтобы получить ее печать. Затем он полушутя спрашивает, не хочет ли она сбежать с ним, но она отказывается, говоря, что всегда жила по своим правилам и теперь будет жить более свободно. Прежде чем уйти, Аму притягивает его к себе за галстук и целует. Затем она толкает его на землю, чтобы показать, что она его марионетка, и говорит ему, чтобы он сказал остальным, что несмотря на все пощечины, которые он получит в будущем, он принадлежит только ей и никому другому. Он в замешательстве и просит разъяснений. Наконец она делится чувствами, которые так долго держала в себе, и уходит. Когда Фуда возвращается на автобусе, он видит Рин, которая ведет себя так, будто нарядилась не для того, чтобы увидеть его. Она спрашивает, стоило ли того его общение с Аму, и напоминает ему, что недавно чуть не убила его. Фуда решает сохранить поцелуй в тайне и говорит, что они, скорее всего, больше не увидятся из-за исключения. В этот момент появляется Мэри и называет Рин предательницей за то, что она первой добралась до него. Затем она сообщает неожиданную хорошую новость. Юкена сказала, что пошутила насчет исключения, и Фуда все еще студент. Однако в обмен Рин и Мэри должны быть его официальными надзирателями. На обратном пути Рин останавливает их, достает меч и напоминает Фуда о правилах, которые она дала ему в первый день. Как и раньше, он отказывается от ее условий и говорит, что они встретятся в школе. Однако на этот раз они отпускают его, не пытаясь обезглавить. Когда он приходит, все ждут его возвращения, и он улыбается, зная, что наконец-то нашел место, которое может назвать домом. Если вы досмотрите это аниме до конца, напишите в комментариях, кто такой Рис Кинг. Если вам нравятся такие обзоры аниме, посмотрите это видео.